И прокатило. Видимо, пару соток разницы есть у калиброванного квадрата. С горизонталкой принципы некоторые все же другие. Здесь чем больше съем, тем проще и быстрее идет фрезеровка, мягче, по крайней мере. Самое главное зайти к острому углу, а потом идет съем без проблем. В данном случае я прорезал 8 мм за один проход. Между пропилами осталось всего ничего, и я решил добить это отрезной фрезой. Причем за один проход. Глубина пропила здесь 18 мм. Станок для производства фольги. Ну и еще кое-каких деталей. Если вдруг захотите взять вот такую фрезу, лучше не делайте это. Такое ощущение, что она из какого-то сырого, причем мягкого металла. Не дает ни жесткости, ни прочности. Видите, прямо ободралась. Но это не сейчас произошло, это заранее. Но вот смысл такой.
эта кривая фреза является по сути одноперой из-за своего искривления. И также отличным помощником в такой грубой росточке. Она дает диаметр в районе 21 мм. В плане разлета стружки, конечно, что эта фреза, что летучка, прямо злейшее зло. Стружка разлетается за 3 метра. При последнем заказе металла совершенно забыл про то, что у меня закончился 18-миллиметровый квадрат. И теперь как раз на державку ушли все остатки. Есть сломанные отрезные резцы, но их ширина такая, что позиционировать их потом неудобно. Поэтому не хочу ее использовать. Подумал использовать вот такой 17-й шестигранник. Тоже сталь 45. Я тут только недавно обратил внимание, что на китайских державках этот блок прикрепляют сбоку, а не спереди. Но я так делать не хочу, ввиду того, что, во-первых, нужно делать некий вылет резца, а во-вторых, это увеличивает плечо нагрузки на резцедержку, которая и без того не особо-то крепко стоит на ТВшке. Понятно, конечно, что эта державка делается как раз для снижения этой нагрузки, но все же закрепить я ее хочу вот здесь. Именно под это размещение я делал все размеры. Чтобы все это более-менее было выставлено, сделал прихватку в одной точке буквально, зажал державку и вот так вот прижал к патрону. Ну и теперь есть возможность более-менее все выровнять и уже потом обварить. Кстати, вот эту часть можно было варить в принципе и по центру. Не особо тут большая разница. Просто потом будет неровный угол при сжимании вот этими частями. Но это в принципе, по-моему, не критично. Вопрос в другом. В том, что находиться они будут не строго вертикально относительно оси вращения. А это уже затруднит поиск центра. Какой-никакой центр-то все равно нужно будет искать при поджиме, чтобы не возникало сил, которые обычно возникают при накатке. В верхней части державки в принципе ничего не мешается. А вот нижнюю пришлось подкорректировать. Иначе она подклинивала, упираясь уголками. Ну вот, что тут сказать. Сварка есть сварка. Повело-то вроде бы совсем чуть-чуть у основания.
А вот на вершине далеко не чуть-чуть. Надеюсь, удастся это выправить. Все-таки железки не особо массивные. Путем нехитрых манипуляций в тисках довел состояние до более-менее. Конечно же, тут не только поводка сварки, тут еще и есть некоторые косяки при производстве. Какие именно показывать очень долго, скажу только одно. Ключевой момент здесь все-таки спешка, потому что делал я это все в торопях, ну и получил соответствующий результат. Хотя, по большому счету, намного точнее тут и не надо. Да и вообще, кстати говоря, чем кривее я делаю инструмент, тем дольше мне приходится им потом работать. Странно, но факт. Пара моментов по поводу качества роликов. Он подклинивает. Вот так вот. Вот что в итоге получилось. Ох, и намучился я, подгоняя ролики, точнее вот эти места под ролики. Как оказалось, ролики имеют биение. Казалось бы, качественные китайские плюс качественные советские ролики. Все должно быть идеально, но нет. Поэтому запас по ширине вот в этих пазах должен быть, ну, точно больше десятки. А я-то сделал несколько соток. Разрезал вот этот цилиндрик, получилось шайба и гайка. Также сделал два установочных винтика, вот таких. Это нержавейка, просто был пруток на 6, дорезал из него. По идее, вот сюда я тоже планировал эти винтики, но уж больно проблемно резать резьбу быстрорезом по нержавейке. Ну а ролики будут в постоянном движении, там желательно поставить что-то прочное. Также стоит отметить, что помимо биения на роликах был еще и косяк с центральным отверстием. Насколько помню, заказывал я с диаметром 8 мм, чтобы у меня все совпало с советскими. Но китайцы почему-то прислали с диаметром отверстия в 6 мм. В итоге в советские мне придется будет делать какие-то втулки, чтобы все это нормально работало. Плюс, как видите, я их протачивал по ширине. Как я не подгадывал, все равно получается советские чуть другой размерности. Винт теперь имеет вот такой вид. Немного подворонил его. Вот здесь есть еще пара интересных моментов. Ну, во-первых, эта конструкция довольно массивная, и рассчитывать на то, что она здесь будет проворачиваться вместе с другими резцами в резцедержке, я бы не стал. Длина вот этих рычагов у меня строго равняется расстоянию до центра, от упора и до центра. При этом поперечка максимально смещена вот туда. То есть я просто максимально закручиваю на себя поперечку, и у меня ось вращения находится в центре. Таким образом я упрощаю себе установку. Если сравнить с китайскими аналогами этой штуки, ну точнее вот это аналог китайской, то размеры там значительно отличаются. Я их в пример даже не брал, посмотрел лишь после. Они там покороче, по-моему, металла вот здесь поменьше, ну и так далее. В общем, размеры здесь другие, специально под ТВшку, причем 7. Нет, ну конечно же, если немного представлять геометрические фигуры, то понятно, что это расстояние до центра, оно не может быть постоянным. Поэтому я взял здесь некое усредненное значение. Также на сей раз я позволил себе немного потренироваться при первых настройках этой штуки. И что выяснил? Затягивать вот этим винтом
то есть сжимать прямо во время работы, практически бесполезное занятие, так как нагрузка здесь очень большая. Не знаю, насколько выдержит эта конструкция, насколько хватит резьбы винта. Я изначально хотел сюда поставить М10 и шаг 1, но в итоге решил не уменьшать вот эти стенки и оставить М8 со стандартным шагом резьбы. Так вот, в связи с этим, для более глубокого углубления есть два способа. Ну, во-первых, стандартно подтянуть ролики и зайти сбоку. Плавно, аккуратно сделать накатку определенной некой глубины, выйти, подтянуть еще и так далее. Но есть еще и второй способ. Когда выходим мы поперечкой, также подтягиваем и плавно заходим. Этот способ более рискованный, я бы сказал. И влечет, конечно же, увеличение нагрузки на поперечку, чего мы пытались избежать всей этой конструкции. Но она здесь не такая большая, как если бы мы давили с одной стороны роликом при стандартной накатке. Как именно производить накатку, тут уже зависит скорее от случая. Конечно же, если брать, как большинство берет, дюраль, D16T, латунь, бронзу и так далее и тому подобное, то я думаю, что можно и вот этим вот винтиком подкрутить, и все будет нормально. Вот смотрите, примерно такой глубины удалось достичь, просто подтягивая винт. Конечно, можно сделать сюда шестигранник, тянуть огромным ключом, но как бы конструкция эта имеет свой предел прочности. Вот а здесь наглядно можно было видеть, как длинная конструкция не позволяет значительно углубляться при подходе сбоку. Поэтому я и обозначил второй способ, когда подводишь ролик с помощью поперечки. Ну вот примерно вот так получилось. Конечно же, сеточка рубленная, потому что я заходил по несколько раз. Но вот за кадром я тренировался на латуни. Как можете видеть, накатка в принципе идеальная. Плюс еще небольшая проточка по внешнему диаметру, и она становится вот такой. В общем, как всегда, нужно долго тренироваться и уметь чувствовать нагрузку. Но у меня на этом все. Положу очередной инструмент на полку. Всем спасибо за просмотр. До свидания.